Всем привет, прямая трансляция с Луганска, стример Валя. Вот перед нами сидят два прекрасных молодых человека, которых я выдернула практически с боевых действий. Это очевидцы происходивших вчера очень плохих вещей. Ну вот хотелось бы узнать у вас, что было на самом деле. Ну, интересно. Интересуйтесь, спрашивайте. Ну хорошо, где были, проходили? Была колонна замечена украинскими военными, скажем так, да, национальная гвардия, состоящая из 8 бронемашин, 3 Уралов, установок каких-то. Ну, там было 2 Зушки. 2 Зушки, да. Вот. Попытались с ними договориться, чтобы все было тихо, мирно. Они изначально вроде как бы согласились, но потом тянули время, как оказалось, впоследствии ждали миномета, пока подтянутся. Вот. А в итоге просто, когда мы шли мирным маршем, уже к ним подходили, с ними разговаривали, они отходили, мы к ним подходили, и на расстоянии 5 метров они начали нас расстреливать в упор. А переговоры какие-то вы пытались с ними? Конечно, мы переговоры, но это переговоры где-то порядка 4 часов. Велся переговорный процесс, который те же ребята Житомирской области, Ровенской, Хмельницкой, пытались урегулировать, чтобы не было боестолкновения. Единственный плюс был в чем наших переговоров, то что 30 человек сложило оружие, послали командира и сказали, что не будут своих стрелять, и уехали. 30 человек с украинской? С украинской армии. Их расстрелял правый сектор в тот же день. В тот же день? Их автобус расстрелял правый сектор. Не только автобус, даже раненых, которых их вывели, поставили на колени и просто тупо расстреляли. То есть раненых с украинской армии, да? Да, это свои же расстреляли. А переговоры вообще кто вел? Вел переговоры наш комбат. Вот. Поэтому переговоры шли в нормальном русле. С нашей стороны мы до последнего надеялись на то, что люди, все-таки они остаются людьми, и поэтому мы можем договориться. То есть нам эта война не нужна. То есть как и всем. То есть мы хотим жить мирно, спокойно, без всякого кипиша. То есть все остальное, мы такие же шахтеры, мы такие же земледельцы, мы не военные. Но, извините, если нас заставляют вспомнить наше военное прошлое, каждый из нас служил в армии, и каждый из нас может чего-то. С миру по нитке, а все-таки голому рубаха получится. Если хотят от нас войны, она будет, но мы этой войны не хотим. Если хотят получить 2-й, 3-й, 10-й Славянск, их будет очень много. Заметьте, ребят, мы не нападаем, мы никуда не ходим никому. Мы обороняем свою землю. Вот и все. Не приходите к нам, и никто не будет стрелять. Но если по нашим разведданным за каждой колонной БМП стоит заградотряд, и в каждой БМП сидит товарищ, или я даже не знаю, как назвать этого человека, который готов выстрелить в голову водителю-механику, либо еще кому-то, за то, что просто отказываются люди стрелять по людям, по женщинам. Вчера работало 2 вертушки Ми-24, они работали по жилым секторам. Минометы работали. По жилым секторам Лисичанска. Они работали именно по жилым секторам. Один вопрос. А насколько достоверна информация того, что когда велись переговоры, они сказали, что у них там приказ 1 и 2, если вы будете нападать, то с вашей стороны будет огонь, то они будут прорываться через мирное население. Значит так, командир вот этого всего движения, этой всей колонны, был из правого сектора, который потом отдал приказ расстрелять всех тех, кто остался в живых. Их просто нет в живых. Их вывели как баранов на площадь и выстрелили в затылок. Этому есть видеоподтверждение. Поэтому мы не можем его сейчас выложить, но
вы извините, по известным причинам. Но этого командира, который отдал такой приказ, поверьте, его, если мы выложим это видеоподтверждение, его дома разорвут. Мы не звери. Но его очень хотят видеть очень многие военные суды. И это не военные против нас воюют. Призыв к военным, ребят, не бойтесь. Переходите на нашу сторону, мы не будем убивать вас. Мы согласны с вами разговаривать. Мы согласны с вами вести диалог. Но есть националисты. Мразь та, которая повылазила с лесов. Есть фашисты. Вот с ними разговоров больше не будет. Они загоняют перепуганных детей в армию, там пацаны 18 лет. Они автомат никогда в руках не держали, не знают, что с ним делать, они хотят воевать, а их заставляют стрелять. Сейчас не будут, помните, как во Вторую мировую загранотряды Советского Союза были? Кто отступает, всех расстреливают, НКВД. Вот здесь то же самое, только это делает правый сектор. Кто отступил, всех убили, всех расстреляли. Вот и все. Буквально на наших глазах мы не успели подойти, просто не успели, физически не успели. Этих 30 человек, которые ушли, их просто убили. Стреляли в затылок. Безоружных, оружие. Без оружия. Разоруженных. Один к нам прибежал. Вот я хотела, да, вопрос задать. Бой начался, я стоял за первого БМП, он прибежал сразу, мы его спрятали в зеленку там к себе, загрузили, он весь бой пролежал, ну не участвовал, естественно, пролежал весь бой, мы потом его вывезли, он сейчас у нас находится, он жив, здоров, все нормально, рад, доволен, говорит спасибо. А почему он у вас? А потому что человек ни в чем не виноват. То есть вы для его безопасности его Не, он сам остается, пока сейчас мы там решаем, домой звонился, он сейчас думает, семья, да, есть? Да, и семья. Он думает просто, что ему дальше делать, ну, как вообще жить, возвращаться. Да и не только семья. Не только семья решает эти вопросы. Если на Западной Украине правый сектор взял верх, ну извините, под фашистами Донбасс никогда не ходил. Юго-Восток никогда под фашистами не ходил. Здесь их полили, палим и будем палить. Но вы простите, наша республика, дала выбор народу. Народ, в конце концов, без курей, без гречки, без всяких каких-то решений и всего остального, сам решает, что ему хочется, что ему нужно. Так дайте, может быть, народу определиться, что он хочет. Вот поэтому мы здесь. И не надо нас обзывать сепаратистами. Сепаратисты не мы. Мы своих не стреляем, мы своих выносим. И когда идет 20 человек, против колонны, до зуба вооруженной, у наших ребят были только автоматы Калашникова. У нас не было тяжелой техники, у нас не было подствольников, у нас не было мин. Теперь есть. Теперь, благодаря этому бою, это у нас есть. Да, извините, но мы шли с охотничьими ружьями против снайперов. И мы победили. Снайпера тоже были, да? Работали? Да, снайпера работали, очень хорошо работали, молодцы ребята, да. Спасибо этим снайперам, скажите. И спасибо, многому. Командирам батареи. Вот. Спасибо тем ребятам, Царство им Небесное, тех, которых расстреляли. Они многим моим ребятам, и не только моим ребятам, спасли жизни. По нам работала тяжелая техника. То есть работали минометы 80-е, 120-е, работали Ми-24, вертолеты. Но, извините, против нас с охотничьими ружьями, сепаратистов, так сказать, это как? Да, у нас есть там автоматы Калашникова, но это то, что мы добыли либо в бою, либо у нас вот здесь. Того оружия, которое было здесь в СБУ, катастрофически мало. Вот. Но даже с этим мы будем побеждать, потому что
что мы на своей земле. Мы пришли сюда не за деньги. Мы пришли сюда по зову сердца. Поэтому Славянск, Лисичанск, теперь уже можно сказать, хотят получить больше, получат. Но здесь те люди собрались, которые никогда ни у кого ничего не воровали и не продавали свою землю. Это главное. Вот и все. А все остальное, ну извините, это получается, как во время Второй мировой войны, Москва за нами, так для нас за нами Луганск. Если надо, эти слова будут дальше. Точно так, как всплывет Славянск, если Национальная гвардия с господином Ярошем, с господином Коломойским решили, что их не видно, я на данный момент могу запросить из наших уже архивов документы, где четко расписано, сколько кому платят, за что платят и как платят. Если это кому-то интересно, извините, много можем рассказать, но пока эти машины ОСЕ, это, грубо говоря, разведку решили к нам запустить. Да ради Бога, они все на приколе стоят. Хотят получить выше, извините, ни одного наблюдателя, нормального наблюдателя, объясняю, нормального, я здесь не видел. Ребята, из Национальной гвардии, из украинской армии, огромная к вам просьба.